Время достаточно сложное для... Что может быть приятней? Разминка для головы, для мозга. Потому что начинать надо именно с этого. Итак, друзья, привет! С вами Фавионыч. Первый день марта, как я обещал. Ну, месяц март мой любимый, поэтому начнем с самого главного, самого интересного. Я думаю, что начинать нужно с приятного всегда. Давненько я не записывал видео про загадки. И поскольку все, кто меня смотрит, наверное, ожидают что-то от меня, я вот решил первое видео этого месяца сделать загадку для вас. Размять свой ум, как говорится, да? Загадка будет про... Вы знаете, что я занимаюсь системами, в том числе изучение восприятия. Ну и в этот раз будем рассматривать некую систему, да, которую через какое-то время я вам покажу. И я вам дам подсказки. Надеюсь, что вам они помогут отгадать. Но для того, чтобы вам было это интересно, я от себя добавлю в качестве приза очень полезную вещь. Не только для фотографов. Какую? Ну, узнаете чуть позже. Смотрите видео. Надеюсь, что эти подсказки вам помогут отгадать. Или как минимум не скучно провести день, вечер или ночь с Фавионычем. Ну, я имею в виду тренировки для мозгов. Итак, друзья, первая подсказка, и, собственно говоря, Фавионыч не даст соврать мне. Это устройство, эта система имеет непосредственное отношение к фотографии. Так, друзья, одна из подсказок связана с деревьями, которые мы снимали видео, вы знаете, и лес. Вот что общего между деревьями и лесом? Одно из слов, которое входит в состав этой системы, отражает вот именно это свойство, которое объединяет деревья и лес. Ну, можете это использовать на немецком языке, а тогда будет понятно, наверное, ближе. Друзья мои, одно из тех слов, которые описывают эту систему, а система состоит из 3 слов, можно некоторым образом интерпретировать как некоторое понятие, которое связано с различными видами, можно сказать, можно так сказать. Ну вот один из таких видов вот этого, да, то, что я пытаюсь вам объяснить, может выглядеть вот, например, вот таким вот образом. Этот прибор, кстати, вот если интересно, сделан в Германии, хотя вот эта штуковина, она сделана в СССР. Вот такая подсказка. Ну, друзья, мы с вами около Первого медицинского института. Здесь такая красивая аллея. И на самом деле сегодня... Кстати, друзья, возможен и вот такой вариант. Он тоже может относиться к этому свойству этой системы. Ну, я имею в виду предыдущий кусочек. Вот он тоже таким может быть. Это понятие, связанное с системой. Еще несколько свойств, которые могут описать вот это понятие, которое входит в название моей системы. Ну, во-первых, такое простое действие, как вот. Соответственно, тоже имеет отношение к этому. Запомните. Дальше, если говорить о еще одном свойстве, которое определяется вот этим словом, да, можно показать вот таким вот образом. Это тоже объясняет вот это свойство, одно из 3 слов. Еще одно. Вот передо мной. Ну и еще одно вот таким вот образом выглядит. Можно это смотреть на немецком, можно смотреть на английском, кому как удобно. По большому счету особой разницы нет. Можно так сказать.
Я не знаю, сколько еще надо подсказок вам давать, друзья. Поэтому мы для себя сделаем задание с Павлом найти какое-то необычное. Я надеюсь, что вы все-таки пойдете по верному пути. Будете писать комментарии. Если вам будет недостаточно подсказок, я обязательно их в комментариях укажу. Но победитель получит специальный приз от Файоныча. Надеюсь, вам не будет скучно в тренировке своих способностей разгадывания кроссвордов. Ну и забегая вперед, могу сказать, что как только система это придет, я буду ее показывать, вам тестировать, соответственно, вы сможете насладиться и увидеть, что это такое. Ну и смотрите мои видео, смотрите мой новый лист шортсов. Ну и может быть от вас какие-то комментарии, что вы считаете нужным в такое время делать с пейзажной фотографией. Я надеюсь на ваши комментарии, надеюсь, что получу их.